Уважаемые коллеги, я предлагаю вашему вниманию сообщение на тему к обоснованию палеопедагогики как педагогической инновации. Именно педагогической инновации, поскольку в образовательном отношении, наверное, будет инновацию сложно в первобытном мире произвести. С чего я хочу начать? Ну, в общем-то, с того, что известно сегодня, по крайней мере, 24 вида людей, которые жили, они образовывали себя, других людей. Это и австралопитек, и пятикантропы, и неандертальцы, хоббиты, это такие маленькие карликовые были люди. Так вот, из всех этих видов людей, в общем-то, выжил только Homo sapiens, вот мы с вами представители этого вида. И вопросов здесь очень много именно педагогического плана. Я бы хотел как раз их немножечко затронуть, но сначала, чтобы не быть голословным, покажу такой список людей, видов людей, которые, по крайней мере, известны. Я думаю, что это не окончательный список, но вот, по крайней мере, здесь 24 вида перечислено. Многих, может быть, мы хотя бы слышали. Некоторые, может быть, менее известны как-то, но, тем не менее, они существуют. Это разные виды людей, все. Хотя у нас, как у Homo sapiens, есть определенный процент ДНК от определенных других видов людей. Это существует. И в чем здесь, в общем-то говоря, вопрос основной? А вопрос состоит в следующем. Какова природа образования у древних людей? Вот зачем это нужно знать? Ну, во-первых, для того, чтобы понять основы образования и образовывания современного человека. Потому что тот временной промежуток, в котором мы более-менее как-то обозреваем, там 1000, 2, 3, 5 тысяч лет, он, конечно, ничтожен по сравнению с миллионами лет, которые жили люди. И если мы будем понимать вот эти миллионы лет, каким образом они жили, почему они выживали, почему не выживали, я думаю, что мы сможем понять основы образования и современного человека лучше, чем это делаем, исходя только из своих средств. Мы ввели термин палеопедагогика. В нем 3 составных части. Это палеос, древний, пайдос, дитя, и айгос, вести. То есть, дословно, вождение в древности. Палеопедагогика, по сути дела, вот наше определение, по крайней мере, мы даем, это наука об образовании и становлении древнего человека, а также практика влияния древних людей на образование своих соплеменников. В общем-то, поэтому 2 позиции, это наука и практика, их мы как бы вот включаем в понятие палеопедагогики. Объект палеопедагогики, собственно, образование древнего человека, а предмет – это педагогические основы взаимодействия между древними людьми. Какие источники данных могут быть у этой науки? Во-первых, данные смежных наук, археология, антропология. Очень важная наука, интенсивно развивающаяся сегодня, это палеогенетика. Некоторые виды людей как раз были открыты исключительно на основе анализа ДНК. Это вот тот же самый денисовский человек, денисовцы в пещере на Алтае у нас, кстати, только по фаланге пальца, там девочки, определили, что она принадлежит новому виду человека, и в ее генах нашли и неандертальские, и кроманьольские гены тоже, определенные проценты. То есть, оказывается, значит, эволюционный подход здесь опровергнут в какой-то степени, потому что виды людей не менялись друг за другом, не совершенствовались, они сосуществовали иногда одновременно. Так вот, кроме палеогенетики, есть и этнография, этнопедагогика, религии самые разные, мифологии, эзотерические в том числе вещи. Это все источники данных. Какие же методы палеопедагогики? Ну, в общем-то, вот как раз прежде всего методы пока смежных наук, о которых я назвал. Далее метод моделирования древних событий, природных, климатических, миграций людей. Реконструкция ситуаций, сопровождающих древних людей. И методы аналогии с ныне живущими людьми, ну, в общем-то, и животными тоже. Я об этом чуть позже еще скажу. Что может сказать, по крайней мере, на первый взгляд, палеопедагогика о целях образования у древних людей?
Их здесь три. Три цели всего-навсего главных у древних людей. Цели образования. Первое – выжить самим. Второе – продолжить род. И третье – научить потомков выживать и продолжать род. Все остальное, другие цели, ну, например, увеличивать качество своей жизни и так далее, они как бы уже следующие. Но первые три – это ключевые. Я думаю, что они и сегодня остаются таковыми. Какие педагогические функции могут быть определены, вот, по крайней мере, из нашего небольшого пока еще анализа вот этих вот фактов и факторов древней педагогики. Значит, во-первых, первая функция – это половое разделение на мужчин и женщин. Это условие продолжения рода. И важный пункт, кстати, его можно комментировать, но я пока только обозначу. Далее, жизнь и коммуникации людей в группах. Вот очень интересный момент, что большинство общин древних, они имели как раз в своем составе 20-30 человек. И если мы посмотрим сейчас на обычный класс учебный или там на студенческую группу, то мы тоже увидим примерно такое же количество. Это все вот идет, можно сказать, миллионы лет, а отрабатывалось это вот количество людей, которые взаимодействуют эффективно. Хотя сами общины могли быть там и до 100 человек, но тем не менее 20-30 это оптимум определенный. Может быть даже сегодня и в сетевых коммуникациях тоже такие группы оптимальны, не больше и не меньше. Межвозрастное общение, вот такая функция. Ну, я когда это дело изучал, мне интересно было вот что, как на педагогические функции повлияло изменение климата. Когда было ледниковое похолодание, крупные животные исчезли, остались только мелкие. Женщины уже не боялись выходить, значит, за пропитанием, там не было крупных хищников. И уже стали и мужчина, и женщина как бы вот выходить за кормами. Кому-то надо было с детьми оставаться, раньше это были женщины, а сейчас перешла эта функция к дедушкам и бабушкам, то есть более старшим поколениям. И вот как раз здесь пошло уже начало той самой педагогической ситуации, когда старшие обучали младших, когда их родители, значит, вот где-то там ходили. Далее, межвозрастное общение. Ну, вообще говоря, как вот я понял, что сама причина педагогики лежит в разнице между взрослыми и детьми. То есть вот наличие такого возрастной разницы, когда есть разный опыт, разные умения и так далее, оно как бы создает вот эту разность потенциалов, которые реализуются педагогическим образом. Далее, межплеменное и межвидовое взаимодействие. В общем-то, есть подтвержденные, опять-таки, палеогенетикой данные, что люди обменивались, может быть, добровольно, может быть, насильно, своими людьми и детьми в том числе. То есть разные племена обменивались детьми. Фотографии, которые я делал в Амазонке, значит, я хочу сказать об экспериментальных методах палеопедагогики. Дело в том, что сегодня на Земле живут, есть племена, люди, которые продолжают именно первобытные свои как бы образ жизни. И вот когда мы были в племени Бора-Бора, это вот недалеко от самой реки Амазонки, да, там вот эти дети, вот они здесь на фотографиях изображены, они действительно дети как дети. Но видно, что это... Я спросил у гида, я говорю, ну они как, вот специально что ли для нас так вот готовятся, чтобы встретить нас? Нет, говорит, они так и живут на самом деле. Просто теперь они еще и вот иногда туристов как бы могут встретить, там что-то получить от них и так далее. А так у них такой же образ жизни, он не изменился почти. Почти не изменился. Вот фотография тут, как он показывает и учит детей стрелять из такой трубки с ядовитыми перышками. Фотография маори, это уже Австралия, а они с такими вот высунутыми языками, это не просто там они как бы так вот специально, это древние определенные типы вот этой вот мимики. Для них это очень серьезные как бы уведомления, так сказать, ну, противников и так далее.
еще Новая Зеландия. Новой Зеландии, это вот здесь фото и видео такое существует, детей, которые танцуют, ну, изображают, даже там не танец, наверное, изображают танец хоку, древнейший танец, провожая своего учителя на пенсию. Это современность. Изучая такие вещи или экспериментально даже каким-то образом сегодня, можно познать и то, что было раньше. Ну, в завершение я хочу сказать, что вот у меня есть аккаунты и в Фейсбуке, и в Телеграме, ВКонтакте, на Ютубе. Вот я хочу эту презентацию выложить, чтобы кто захочет, посмотрел бы. Действительно дымится. Быстро так было? Try. Окей? Yes. Strong. Okay. See? Oh, Masai, very strong. Yeah.